Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 15 апреля 2019 года, и мы начинаем программу «Вопрос-ответ». Первый вопрос от Сергея. Добрый день. Прокомментируйте отказ Эквадора в убежище для Джулиана Ассанжа и его задержание 11 апреля. Связано ли это с процессами, происходящими в Венесуэле? Задержание Ассанжа в Великобритании, выдача его из посольства Эквадора связана практически со всеми процессами в мире. Вот нет такого процесса, который был бы не связан. И, естественно, определенные связи есть и с Венесуэлой. Но здесь важно понять, а почему произошло это событие, что оно в себе несет и какие последствия от этой выдачи. Так вот, сидел человек 7 лет в посольстве Эквадора, сидел, и вдруг его выдали. И что же это за государство такое, супердержава Эквадор, которая в течение 7 лет позволяла Соединенным Штатам козу делала и говорила: фи, не выдадим. Надо понимать простую вещь. Эквадор абсолютно проектно-конструкторское государство, сломать которое Соединенным Штатам никогда не представляло никакой проблемы. Просто вот захотели и сломали. Но 7 лет не ломали. И тут вдруг, когда, казалось бы, на помощи Ассанжа Трамп побеждает, и ему Ассанжа бы поберечь, раз, и Ассанжа выдали. Что происходит? Но тут надо вернуться вот к чему. Вот одно время было такое модное течение. Я телевизор не смотрю, газеты не читаю, всю информацию я нахожу в интернете, я не манипулируемый. Обычно рассуждали различные люди, но так рассуждали только те люди, которые не обладают методологией работы с информацией, то есть вообще никакой информацией. Потому что человек, который обладает методологией работы с информацией, для него не важно, где и как он получает информацию. И вот те люди, которые думали, что они якобы свободны, в конце концов оказались собраны в различные кучки, где им новости подбирали различные агрегаторы. И собравшись на каких-то форумах профессиональных по интересам, они вдруг осознали, что вот они, каждый скидывает туда кусок своей информации, но в результате этого целостности понимания процессов информации они не имеют. И поэтому мало-помалу, но начало возвращаться и влияние телевидения, официальных различных СМИ, потому что, несмотря на все то, что они, как бы каждый имеет собственное канализированное сообщение, канализированную информационную линию, но при этом они дают некую целостность, некое понимание процессов в мире. Но при этом, безусловно, сохраняется некая автономность получения информации в интернете. Так вот, что такое процесс создания Wikileaks и подобных проектов? Это процесс бесструктурного управления, который запущен с глобального уровня. Wikileaks раскручивали такие крупные издания, как New York Times, Financial Times и другие. И вот когда раскрутили, когда показали, и вдруг начинают, тогда в Wikileaks увидели какую-то проблему и ее начали давить. Что происходит? На Западе происходит процесс перестроения государств. Нужно довести понятие государства в понимании толпы до полного абсурда, дискредитировать его по полной программе.
И для этого требуются определенные сливные механизмы. И вот обратили внимание, Wikileaks, значит, наказывают, а тех, кто слил панамские бумаги, тех не наказывают. Почему? Ну, потому что процесс дискредитации, он запущен. Но сам механизм этот нужен. Дискредитации государства, а не этих механизмов, поддерживается иллюзия того, что если ты будешь брать информацию только из интернета, то тогда ты будешь свободным. Именно на этом выиграл Трамп. Когда, чего бы там ни говорили про него ведущие СМИ, мейнстримовские, вот, Трамп через работу, через интернет доходил до людей, и этот эффект был гораздо больше. И арест Ассанжа, Ассанж, надо сказать, вот многие думают, что это какая-то фигура или игрок на глобальной арене. Ничего подобного. Ассанж – пешка. Просто нашли человека, искренне увлеченного этим процессом, донесения информации, которую скрывают все, предоставить возможность оглашения этой информации. Вот. Но реализовали этот проект спецслужбы, а Ассанж был во главе того процесса, которым он якобы руководил. И вот наступает момент, когда нужно поставить конфликт между обществом и государством, и тогда состоялся арест Ассанжа. И он пошел в Эквадор. Эквадор – государство, которое сломать вообще никакой проблемы не составляло. Никому, а тем более Соединенным Штатам. И 7 лет Соединенные Штаты ничего не могли сделать с тем, чтобы Ассанжа Эквадор выдал. За это время закрыли уголовное дело в Швеции против него. За это стало рассыпаться. И он, Ассанж, стал уходить из мейнстрима. Его стали постепенно забывать. Процессы информационные шли помимо него. И сейчас для того, чтобы показать, вот государство – это Левиафан, который всех давит и прочее, вот, нужно было подстегнуть интерес к, как сказать, неидентифицированному источнику информации, который позволяет обществу вбрасывать фейки и толпу, которая не умеет работать с информацией. Можно на этих фейках разводить как хочешь. Государство, как бы там оно ни было, любое какое-то СМИ, оно имеет определенный штат аналитиков, перепроверяет информацию, оно что-то и как-то канализирует в своих управленческих целях той кланово-корпоративной группировки, которую они представляют. Через интернет можно управлять толпой в обход всяких структур. Но при этом это все равно будет структурное управление, потому что этим занимается структура, которая формирует вот такой способ доведения информации до масс. И поэтому что нужно сделать? Нужно привлечь внимание людей к тому, что нужно информацию получать не из государственных источников. И арест Ассанжа состоялся. Вне зависимости от того, что каждое государственное управление оказалось в неудобном положении. То есть теперь всем, кто преследовал Ассанжа, они встали перед вопросом, а что дальше-то делать? Возобновлять уголовное дело, как преследовать, на каком основании там Соединенные Штаты. То есть слив Соединенных Штатов в мире как мирового жандарма, который своей юрисдикцией вмешивается в дела других государств, на примере Ассанжа снова всплывает и снова начинается отстройка в Европе от надгосударственного управления со стороны Соединенных Штатов. Вот. Все европейские страны, так или иначе, вот руководство в европейских странах будет определяться, работать с американской страновой элитой или с глобальной элитой. То есть всех поставили в неудобное положение. И в этом отношении
Ассанж сидел ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы совершить следующий маневр. Нужно понимать простую вещь. В управлении процессы носят разный частотный характер. Есть высокочастотные процессы, а есть низкочастотные процессы. Вот создание вот этого механизма управления толпой в обход государственных или официальных СМИ, которые представляют официальные кланово-корпоративные группировки, то есть чей управленческий интерес заметен всему населению, вот, чтобы управлять этим населением бесструктурно, этот процесс запустили, раскрутили. Дальше он работает сам по себе. Поставили Ассанжа в отстой для того, чтобы в нужный момент снова привлечь к нему внимание и на этом сделать следующий шаг. Его и арестовали. Вот. И теперь будут решать задачи отстроения Соединенных Штатов и переформатирования всех стран Европы. Это не означает, что Ассанжу будет хорошо. Ему будет ровно так, как будет определено теми, кто курирует проект Wikileaks.